Недавно армянская делегация посетила Баку в ответ на недавний визит азербайджанской делегации в Ереван. Во время встречи группы армянских экспертов с помощником президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым вопрос армянских пленных вновь стал одним из центральных. Уже вернувшись в Армению, член делегации Наира Султанян на пресс-конференции в Ереване заявила, что обсуждения продолжаются, однако азербайджанская сторона до сих пор не предоставила конкретных данных ни по спискам, ни по количеству удерживаемых армянских граждан. По ее словам, переговоры идут активно, но процесс остается закрытым, что усиливает обеспокоенность внутри Армении, особенно среди семей пропавших без вести. Вместе с тем, обсуждения в Баку затронули не только гуманитарные вопросы. Член делегации Арек Коченян рассказал, что Хикмет Гаджиев передал послание армянскому обществу. По словам Коченяна, Гаджиев подчеркнул, что для Азербайджана война завершена, а армяно-азербайджанский конфликт рассматривается как закрытая глава. Баку заявляет о готовности строить отношения, исходя из новой реальности без войны. В этом контексте, как утверждает Гаджиев, Азербайджан стремится к всестороннему и устойчивому миру и не имеет территориальных претензий к Армении. Несмотря на такие заявления, армянское общество восприняло их неоднозначно. Во многом это связано с тем, что Арек Коченян – один из немногих армянских экспертов, который допускает употребление термина «Зангезурский коридор». В нескольких армянских СМИ, в частности в газете «Грапарак», он в интервью на вопрос журналиста о так называемом «Зангезурском коридоре» заявил, что, по его мнению, сами названия не так важны принципы, по которым осуществляется этот процесс, и параметры, которые мы задаем. То есть Коченян, по его же словам, скорее поддерживает транспортное сообщение и логистический проект, чем концепцию коридора как экстерриториальной зоны. Отметим, что в Армении этот термин, даже на уровне премьер-министра, воспринимается как угроза суверенитету и попытка навязать дополнительные обязательства. Поэтому подобная позиция Коченяна вызывает напряжение среди части политиков и общественных деятелей. Помимо этого, Коченян сделал еще одно резонансное заявление, отметив, что те, кто в Армении выступает против армяно-азербайджанского и армяно-турецкого урегулирования, являются, по его выражению, либо иностранными агентами, либо негодяями. Эти слова стали поводом для серьезных дискуссий и критики. В частности, бывший советник начальника Генштаба Армении Владимир Погосян ответил на них в крайне жесткой форме, подчеркнув, что после трагических событий последних лет – войны, блокады, гибели мирных жителей и случаев жестокого обращения с пленными – подобные обвинения в адрес армянского общества выглядят недопустимыми. Самые резкие формулировки Погосяна были смягчены, но его мысль остается четкой. Он считает, что в нынешних условиях любые обвинения в адрес армян, выступающих за осторожность или против поспешного урегулирования с Азербайджаном, только усложняют общественный диалог. По его мнению, в этой ситуации очевидно, кто на самом деле проявляет недобросовестность, а кто действует в интересах народа. Он подчеркивает, что армянский народ ценит тех, кто действует осмотрительно и с ответственностью, и осуждает необоснованные оскорбления в адрес граждан страны. Владимир Погосян в своем микроблоге написал, что иностранным агентом является сам Коченян, объяснив это вышеуказанными примерами, поскольку тот заявил, что любой, кто не согласен с их точкой зрения по поводу армяно-азербайджанского урегулирования, автоматически является агентом иностранной страны. От себя добавлю, что в Армении сейчас не слишком здоровая политическая атмосфера. Кто кого не понимает или не принимает, сразу называет агентом Кремля или агентом Запада. Допустим, если провластному политику или депутату указываешь на его ошибки, он вместо аргументов сразу называет оппонента агентом Кремля. При этом за подобные обвинения в Армении даже не судят. Каждый может обвинять кого угодно без каких-либо доказательств. А когда спрашиваешь о фактах, отвечают, что это их политическая точка зрения. Скептическая реакция на заявление Гаджиева проявилась не только среди оппозиционных, но и среди провластных армянских блогеров и аналитиков.
Они отмечают, что подобные послания звучат на фоне продолжающихся закупок вооружения Азербайджаном, усиления риторики о западном Азербайджане и отсутствии прогресса по вопросу пленных, и это вызывает естественное недоверие. Некоторые комментаторы добавляют, что публичные заявления Баку выглядят миролюбивыми, но параллельно с этим на границе продолжается нестабильная ситуация, а армянские территории остаются под контролем Азербайджана. По поводу ситуации с оккупированными территориями Армении со стороны Азербайджана высказался министр обороны Армении Сурен Папикян. Он заявил, что вопрос освобождения оккупированных Арменией территорий будет решен в рамках процессов делимитации и демаркации. Папикян отказался обсуждать недавнее заявление спикера парламента Алена Симоняна о том, что Армения якобы контролирует около 110 квадратных километров азербайджанской территории. Министр отметил, что такие вопросы требуют точных цифр и компетенций и должны оставаться в компетенции профильных комиссий обеих стран. Параллельно в информационное поле на фоне обсуждений маршрута Трампа вошла публикация Bloomberg, вызвавшая большой интерес в Армении. Издание сообщает, что одобрение США на экспорт чипов NVIDIA для армянского стартапа Firebird — это часть новой стратегии Вашингтона, которую называют чиповой дипломатией. Речь идет о том, что США делают ставку на распространение передовых технологических решений как способ укрепления влияния. Авторы статьи подчеркивают, что экономика Армении несопоставима по размеру с гигантом NVIDIA, но именно такой технологический мост может стать ключевым фактором смены баланса сил на Южном Кавказе. Если проект суперкомпьютера будет реализован успешно, Армения может стать одним из региональных центров в сфере искусственного интеллекта. Тем временем внутри страны продолжается дискуссия о роли России. Некоторые политические обозреватели считают, что визиты отдельных российских фигур, в том числе известных журналистов, направлены на попытку восстановить образ Москвы после провалов последних лет. В армянском обществе немало критики в адрес России за вооружение Азербайджана, за многолетнюю политику так называемого «баланса», которая, по мнению части экспертов, создала предпосылки для конфликтов. Звучат также обвинения в том, что Москва десятилетиями формировала в регионе такую архитектуру безопасности, которая позволяла ей сохранять рычаги давления. При этом наблюдатели проводят параллели между экономической моделью Азербайджана и возможностями Армении. Азербайджан обладает значительными энергетическими ресурсами, но одновременно сталкивается с ростом пенсионного возраста, демографическими вызовами и зависимостью от нефти. В армянском экспертном сообществе нередко звучат мнения, что переселение населения в районы бывшего Нагорного Карабаха идет крайне медленно и вызывает больше экономических затрат, чем ожидалось. При плане переселять 100 тысяч человек в год по факту переехало лишь около 60 тысяч, причем в основном это люди, не связанные с реальным сектором экономики. Рабочие места ограничены, возможности для развития тоже. В отличие от этого, Армения, несмотря на отсутствие природных ресурсов, получает редкий шанс для технологического рывка. В условиях, когда крупнейшие мировые игроки проявляют интерес к IT-индустрии страны, образование, наука, высокие технологии могут стать ключевыми направлениями, ускоряющими трансформацию экономики. Эксперты подчеркивают, что при правильной политике и своевременных реформах Армения способна стать одним из лидеров региона уже в ближайшие годы, особенно если опередит соседей в адаптации новых технологических траекторий. Однако в общественных дискуссиях немало критики направлено и в сторону самих армянских чиновников. Звучит мнение, что большинство громких советов сегодня дают бывшие должностные лица, экс-министры, экс-депутаты, экс-мэры, которые не реализовали ничего подобного, когда сами были у власти. В отношении действующих чиновников также высказывается недовольство тем, что реформы продвигаются медленно, а государственный аппарат часто работает с задержками. Но главный вывод, который сегодня повторяют многие аналитики, звучит так. Армения стоит перед редким историческим шансом.
Если государство сумеет быстро и грамотно использовать открывающиеся технологические возможности, страна может совершить рывок, который изменит ее место на Южном Кавказе. И наоборот, если реформы будут затянуты, то негативная репутация бывших чиновников может стать той участью, которую разделят и нынешние руководители. Пишите свое мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать самые важные и актуальные новости мира и Южного Кавказа.